Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Мы находимся в убежище Зентариум. Мы только сюда зашли, да? Что у меня по инвентарю? Ага. Какой у нас уровень? 4 уровень. Одобрение 16, 12, 21. Гордуша. Так, окей, погнали. Дальше ни шагу. Что ты тут делаешь? Отвечай честно, и мы убьем тебя по-быстрому, без мучений. А вы интересные. Не стреляйте, это же спасительница Ругана, я так понимаю. Он нам о тебе рассказал. Ну, добро пожаловать. Друг Ругана, друг семьи. Важно то, кого ты знаешь. Вдохновение от Астариана. О, прикольно. Внимание, провал. Да и пофиг, меня уже впустили. Да вы чё? У вас серьезно у всех провал? Украдешь что-нибудь, ты труп? Понятно. Насколько темно? Нормально? Нормально, да, хорошо, сойдет. Это взрывчатка не Рычаг. Эта взрывчатка нестабильнее драконьей желчи, а стоит она куда больше, чем все вместе взятые, так что она вам не игрушка. Я полдня угробил на то, чтобы закрепить заряды на потолке пещеры. Какой-то кретин снял один и бросил в шахту подъемника. Если вы считаете возможным так разбазаривать ресурсы, так Зарис вам напомнит, что вы тоже ресурс, причем куда менее ценный, так что вас тем более можно побросать в шахту, невелика трагедия. И потом, вы что, серьезно хотите разбудить то, что может дремать там на дне? Считаете себя профессионалами, ну так и ведите себя подобающе, не то, что я вам сама лично пальцы переломаю, прикольно. Дарк Урдж одобряет. Что тут у вас? Ишь, красава. Красава какая пожаловала. Портретик свой заказать не хочешь? Если деньги есть, мой личный мазилка тебя в геройском виде намалюет. А что, ей вправду красава, договорились. Не, ну нет, я не буду. Это не в ее стиле, но смешно. У тебя есть личный мазилка? Но мы ему типа как покровители, да. Бродил один в глуши, мы его приютили. Ему нужна защита, а он своей мазнёй за это платит. Всем хорошо, да? Защита, это называется рабство. Не то чтобы она... Я ничего не буду ему говорить по этому поводу, просто есть ли у тебя что-то на продажу? Полно всякого, давай. Ну не так уж у тебя и полно, я смотрю, что-то ты чуть-чуть тут подсолгал немножко. Я продаю все ненужные белые свитки. Белые свитки мне вообще не всрались в основном. Ну, разве что, окей, плавное падение ставлю, сон убираю, порыв... Нет, вот это. Да, так, что еще? А что у тебя тут за черно-белая краска? Сколько стоит? Подожди, сколько стоит краска у тебя? 108, ты чё вообще? Ну ладно, давай 3 штуки краски. 72, розовая лиственная, давай тоже 3. Я обновлю им немножко образы на синюю и сюда вот так вот. Вот этой давай тоже 3. Ну и темно-сиреневой тоже 3. Вот так хорошо. И не жалко денег. Прекрасно. Сейчас. Кого в какой цвет покрасить? Я не знаю, я обожаю их перекрашивать цвета. Ой, не, мне лазельки нравится, я ее пока трогать не буду. Черно-белое. Давай черно-белое будет у Аста. О, красиво, красиво. Только ему надо 4 таких. Ладно, пофиг. Пофигу.
Пусть плащ будет красный. Вроде ничего, не так уж и плохо смотрится. Так, себе я сделаю, наверное, кроваво-сливовую. Тоже неплохо. Ну и получается тогда, если лазель я трогать не буду, сделаю карлуше темно-сиреневое, розово-лиственное. Розовая лиственно-зеленая. Давай темно-сиреневую ей сделаем. Да, давай темно-сиреневую. Ну, такое. Это не похоже на темно. Подожди, я, может, что-то путаю. Темно-сиреневая краска. Это точно оно? Ладно. Да. Не, окей, пускай. Видно темно-сиреневую только по рукавичкам и обуви. Ну, сойдет. Она такая золотая с фиолетовым. Короче. Оскар Феврос. Да не лезьте к нему, у тебя встреча с Зариса, она ждать не любит. Окей, пошли. Это ты меня завербовал в свое время, Аруган. Ты научил меня правилу номер 1, помнишь? Нет, вот и Оли тоже не вспомнил. Да, Оли? О май гад, он жив? Если ты украл что-то у Зентариум, ты труп. Без исключений. Ты вспоминаешь старую поговорку, придуманную еще основателем Зентариум. О боже! Ты меня заболтать до смерти думаешь, сопля? Запукивание варвара, это смешно. Убеждение. Ты же видишь, что от меня куда больше толку, чем от Ругана. Давай работать сообща. Сталь убирает врагов, золото приходит друзей. Я не уверена, вот это вот первое. Давай. Да, ты Маншу начитала, и наши обидчики тебе, похоже, известны лучше, чем бедолаге Ругану. Вот что я тебе скажу, ты уже забрала груз у Ругана, ты закончи это дело, и я оставлю тебя в живых. Доставь груз в ворота Балдура. Да, и убей его. О май гад. Убить Ругана. Ой, это чуть-чуть тяжелый выбор. Почему я должна это делать вообще? Типа не то, чтобы для моей героини это сильно как-то что-то меняет. Она, во-первых, довольно грозная. Но все-таки я не вижу в этом логики. Вы просите меня убить вашего человека. Во-первых, вы теряете человека, это уже нелогично. Окей, он там что-то сделал не так, провинился. Но можно же один раз как-то ему менее суровое наказание дать. Во-вторых, почему я должна убить вашего человека, если это ваш человек? Ну, я при чем? А я не буду. Если я не буду, то мы сейчас начнем тут бой, да? А тебе ведь почти удалось. Почти удалось выйти отсюда своими ногами. А да хрен с ними, давайте. Пофиг, правда. Погоди, у них масло повсюду и факелы. Оскар, ты там как? Да ладно, пофигу, давайте тогда убьем их, потому что... я не знаю, я не вижу смысла в этом. В том, чтобы убить Ругана. Ну и я заберу весь их лут. Ха. Ты можешь кого-то... Где вы все? 4 наверху. Блин. 4 наверху. Ну ладно, иди сюда просто. Угу. Промах. Я не знаю, я очень обожаю битвы в Балдурс Гейте. Мне прям очень нравятся битвы тут.
Я прям кайфую от них. Я очень сильно люблю сюжеты. Я больше... Пора рвать жопы. Это смешно. Я обычно больше люблю сюжеты, чем драки. Ну, в основном. Смотря где. Но в этой игре я прям... Мне прям нравится. Ну, сюжеты это тоже кайф. Но слезть ты не можешь, да, из-за Астариана или потому что тебе не хватает? Не хватает. Пу-пу-пу-пум. О май гад! Ой-ой-ой-ой-ой, стой, подожди, ты это имел в виду? Секунду. Ау. У меня... Подожди. Нифига себе. Я буквально вчера, позавчера, наверное... Да, все то же самое. Я буквально позавчера играла на тактике в другой игре, в другом прохождении. И при том, что это была тактика, вот такой фигни не было. Ну, то есть я спокойно с ними разобралась. Что происходит? Как так? У них повсюду масла и факелы. Окей, как это? Вот блин. Масло. А кто это выстрелил? Ну, у них у всех тут луки. Кроме вот этого. Я, типа, не то, чтобы это сильно мне как-то мешает. Я просто не хочу, чтобы вот эти двое умирали. И я чисто из-за вот этого решила с ними драться. И сейчас такая, ну ладно, пофиг. Не-не-не, так не пойдет. Так вообще не идет, вообще нет. Абсолютно. Кританула жестко. Они все равно это сделают снова. Сделает? Не смей просто. Не думай даже об этом. А как так получилось у меня на тактике, что они не сделали этого? Хорошо. Окей. Если я... Да ладно, блин. Окей. Не вздумай. Хорошо. В меня можно. Меня бейте, ради бога. Только не вот это. Кто-то из вас может... Вот этого нужно. Ты можешь, пожалуйста, критануть на весё? Нельзя. Жаль. Увы. Давай ты, Карлах. Слушай, а если взять... А ты сможешь бочку метнуть туда? Нет? А если вот сюда подойти?
Метнуть, говорю, бочку сюда. Вот как-то. Прям так. Путь перекрыт. Вот так вот можно. Давай, попробуй сделать это. Она дотронется до огня. Ну... Не то чтобы это прям сильно их убило. Вообще нет. Нет, это не идет. Что у меня есть? Один 10, ведьмовский разряд, волшебная стрела. Давай на этого. Хорошо. И сюда. Может быть, освободим его. Обезоруживающая атака. Ой, блин, помеха 20. Залезь. 45. 45 уже получше. Да блин. Пройдено. Допустим. Не смей только этого делать. Того, кто огонь запаливал, я вроде убила. Может быть, остальные не будут? Будут, блядь! Это кто был? Это из вот этих. Вот этот вот вроде. Это действие, это действие. Придется опять перезагружаться. Это тоже действие. Да что такое? Ты кританула полностью? Ты серьезно? Она на все хп кританула. Ты в порядке, Лайзель? Ты чё? Офигеть. Нет. Вот этот чел же опять выстрелит. Может, просто этого не будешь делать? Типа, выстрели в меня. Давай, давай. Да, блядь. Я сейчас вообще... Знаешь что? Знаешь что? Окей, если сейчас в этот раз не получится, то я могу попробовать загрузиться с того момента, где мы еще с ними поговорили, и тупо выкинуть эти бочки или украсть их. Некоторые, по крайней мере. Ой, да ну нет, ну слушай. Угу.
Я поняла. Я поняла, у меня есть идея получше. Давай. Боже, у меня такой проблемы не было на уровне сложности повыше, серьезно. Знаешь что, разделись, Астариан. Сюда? Нет, где тут начинаются они? Вот бочка. И они идут сюда, но вот тут, в принципе, пофиг. А вот эти вот бы убрать, конечно. Чтобы их убрать, мне, наверное, стоит поговорить. Начать разговор, и пока она говорит, перейти на кого-нибудь типа Астариана. А ты тут пока разговаривай, Астариана дайте мне. Если пока что она разговаривает, я смогу просто пройтись сюда. Да я ничего не сделала тебе, блин, еще даже. Мне уже проще его убить будет, правда. Промах! Промах! Я не знаю, как так случилось, что за все мои прохождения они, когда я с ними дралась, ни разу не делали этого. Либо не делали, либо я не знаю, как. Tell you what, you've already taken Rug. Oh, you were so. Я... Да ну блин! Мне не нравится эта инициатива. Ты можешь... А ты можешь метнуть? Он не может метнуть. Украсть. Он не может метнуть, но может украсть. Ну, давай так. Допустим. По жидкости, если попасть, то... Это же то же самое. Ой, доведете. Не смей этого делать. Просто не смей этого, блядь, делать. Не смей. Ты один остался и трать свой ход на тварь. Смотри. Окей, это что-то, потому что сюда оно не дошло. Потому что у меня там не было, этих твоих не задело. Хорошо, хорошо, пускай так. Ладно, без проблем. Давай так. Давай так, Лайзель. Спаси эту. Да не иди.
Подойти ж сюда было нельзя, да, и поднять ее вот отсюда. Тебе надо было идти по огню, конечно. Есть, конечно. Ну, типа, это прям необходимо. О боже, они лестницу сбили, Карлуша. Ладно, давай так. Я в ловушке. 25. Угу. Ну да, конечно. Что это такое? Невидимость, устрашение. Давай. Попробуй на 35. Это, конечно, такое. Ой, получилось все-таки. Ну, стой тут пока. Я просто не хочу перезагружаться, чтобы они не... Хотя, если... С другой стороны, если я перезагружусь и просто заберу эту бочку, в принципе, тогда механика станет понятна. Они будут кидать это в ту сторону. Я знаю, ладно, окей, у меня есть идея супер-мега лучше. Намного лучше. Какой раз я перезагружаюсь? Можно мне сказать? 4-й? 5-й? Не помню. Ладно, я не буду это вырезать. В конце концов, может быть, кому-то понравятся мои мучения. Знаешь что, разделись, Астариан. Астариан, говорю. Иди сюда. Нет, вот сюда. Да ты... Как же вы меня бесите. Молодец. Он украл эту бочку с порохом. Давай другую тоже. Какую-нибудь вот эту. Вот этот видит. Отвернись отсюда. И ты. На помощь грабят. Никто тебя не грабит, не ври. Кто-то сообщил о совершенной неподалеку краже. Похоже, что подозреваемым считают тебя. Что будешь делать? Заговорить зубы, конечно. Это он со Старианом разговаривает. Не знаю, почему игра решила не показывать нам диалог. Ну ладно. А я тут при чем? Я ничего не делаю. 15. Сейчас тебе удалось отбрехаться, но повторить такое выступление уже не получится. Прекрасно. Отлично. Мне пофиг, у меня получится. Давай еще раз. Ничего не стряслось. Золото? Я не хочу тебе давать столько. Хотя просто заберу обратно, когда вас убью, поэтому... На. Все, пока. Теперь я иду... Нет, вы стоите тут, я иду сюда. Нет, не так, я иду сюда. Знаешь что, я пойду сюда. О боже, я поняла. Это я все пропускаю. Это я все пропускаю, это я сохраняю. Я не буду этого делать. Раз, два, три, четыре. Один из них внизу. Я подошла не с той стороны, я снизу сразу подошла с этой стороны и начался разговор. Окей, это лучше. Ну давай. Да ты не можешь ее обойти или что? Ты же можешь ее обойти. А на чем Лезель концентрировалась? А, я поняла.
Наставление. Давай ты сюда. Падай. Nothing important is ever easy. Але зелякає тому челу. I will not know failure. Да какой промах на 70? Ты гонишь. What now? Torment. Ой, нет, 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 стой. Ладно. The sword hard's down! Ладно, ок. It hurts! I'm going to enjoy this. Still breathing, despite everything. Torment. Yes. Недостаточно чего? Какого ресурса? Бонусное действие. Да, недостаточно, понимаю. Не смей меня толкать. Ну, конечно. Say bye-bye. I smell blood. Карлах, ты можешь Give me on the идти? go. This is Вы gonna чё feel меня не good. слушаете? Чё они меня не слушаются? «70», а почему не катит? Она ж может его скинуть отсюда, в чем проблема? Easy these days. Прекрасно. Ой, Азель, просыпайся. I want to have a word. Wait, wait! Стой, стой, я просто пленник, пощади меня и разбогатеешь, клянусь. Coin, I swear it. Кто ты? I'm an artist. Я художник. Эти негодяи без чести и совести хотели получить за меня выкуп у моей покровительницы. Она женщина весьма состоятельная и весьма щедрая к тем, кто вернее служит. Она хорошо заплатит герою, спасшему ее любимого живописца, Оскар Феврос, к твоим услугам. Я не герой. Более того, я даже не героиня. Я бы сказала, что моя ГГ это нечто хуже. Впервые я тебя слышу. Едва ли тебя можно за это винить, ведь мы так далеко от цивилизации. Но моя покровительница будет благодарна тебе за героизм. Моя нареченная так будет вернее. Если, конечно, госпожа Джанат не раздумывала выходить за меня после нашей размолвки.
You recall a recent Тебе вспоминается scandal. недавний скандал во вратах Балдура. Знатная дама возжелала взять в мужья простолюдина. Так это ты, сбежавший жених госпожи Джанет? I did not run Я away. никуда не сбегал. Дату свадьбы так и не назначили, возникли Complications. затруднения. Before my До того, fame, как my ко мне пришла patron, слава, there до моей was покровительницы, у меня была другая возлюбленная. another woman Я думал, one свяжу I с ней planned to жизнь. spend my life with. But when Lady Но Janet когда offered госпожа me a Джанет future, распахнула well, передо мной двери в светлое будущее, я only решил, right что to ей mention следует my узнать о моем past. прошлом. right, Решение but оказалось благородным, но unwise. неразумным. В общем, я был вынужден отправиться за город, порисовать, проветрить голову, сделать выбор, вероятно. Какое мне дело до твоих страданий? Мне важно только, чтобы мне заплатили. Это, наверное, больше в ее стиле, но ладно. И какой же выбор ты сделал? Ну, никакого, разумеется. Слава и богатство меня без сомнения манят. О, боже. Я вспоминаю свою первую любовь и сомневаюсь. Я, кажется, схожу с ума. Так, к делу. У нас есть пара насущных проблем. К примеру, твое вознаграждение, как только я вернусь в город. Нет, можешь ли мне пару монет? Это сделало бы мой путь домой чуть менее тягостным. Тебе станет очень тягостно прямо сейчас, если ты не пошевелишься. У меня есть немного денег, 200 монет. Да нет, и шо, фиг там. Мне нечего тебе предложить, и зачем тебе лишний вес, иди уже. Полагаю, я смогу проделать этот путь трезвым. В конце концов, к лишениям я давно привык. Чел, ты чуть-чуть дурак. Серьезно. Пока. Он очень странный. Это все. Прикончить сейчас. Ты красава. Я уж думала, зачем мне совсем. Он сказал beautiful bastard. Почему красава? Пока. Вот я вас всех спасла. Радуйтесь. А теперь я вас осмотрю и заберу все, что я вам отдала. Я им ничего не отдавала, да? Да. Неважно, просто заберу все, что вижу. Портреты заберу, и это я заберу. Это я все продам. Слиток серебра я тоже заберу. Шкатулку музыкальную я себе в лагерь поставлю. Тут. Anything of use? Ос, вот это я забираю, это я продам. Старин, кстати. Бочка с дымным порохом. Ну ладно, таскай, пока вдруг понадобится. О, это, блин, до Старина надо. Железный ключ, денежки мои. Тут зарис. Still alive. So that's progress. Ключик. Денежки тоже мои. Яд. Вот это я беру. Не спускайся только. Хотя, сколько у меня денег? 3К. Ладно, давай я все заберу чисто, чтобы продать. Ага. Это все мне. И это мне. И это тоже мне. Не то, чтобы мне это вообще надо, но оно есть. Вот, носи лазер. Так, тут что? Доступный Восток, часть 1. Сейчас бы вспомнить все, что мы читали. Да, это мы читали. Правдивое невероятное приключение Тини Брукс Маро, часть 4. Фрагмент из правдивых и невероятных приключений Тини Брукс Моро, серии низкопробных романов о похождениях капитана межпланарного корабля. Настоящий капитан Моро ни разу в жизни не покидала настоящая капитан. Ок. Ни разу в жизни не покидала родного глубоководья и выходит из своих апартаментов в портале нараспашку, лишь для того, чтобы обменять очередную рукопись на свежий запас еды и чернил.
Необычное ощущение падать и падать без конца, хотя слово «падение» к этому не слишком подходит, как, впрочем, и полет. В каждом уголке плана воздуха действуют свои особенные законы, что лишает смысла любые попытки описать это место или отыскать в нем какие-либо координаты. Именно это бескомпромиссное ощущение свободы сделало падение сквозь вечную синеву этого мира единственным известным мне способом по-настоящему расслабиться. «Ты чем-то обеспокоена», — заметила Эруль, пытаясь перекричать вой ветра. То, что гоблиниха способна проникнуть за воздвигнутый мною фасад невозмутимости, меня ничуть не удивляло, ибо в данном случае речь шла о весьма умудренной особе, да еще и моей давнишней подруге. «Так и есть», — ответила я, мастерски уворачиваясь от столкновения с гнездом Аракокры. Аракокра? А я такого еще не видела, не слышала даже никогда. Кто-то предупредил лорда Праймуса о том, что я собираюсь проникнуть в его чертоги разума, а мне пришлось оставить в Механусе всю свою команду, только чтобы сбежать оттуда. Несмотря на всегда скрывающую ее лицо костяную маску в форме черепа, я почувствовала, что та хмурится. Носить маску предписывали бессмысленные правила ее монашеского ордена, и это было еще одной вещью, которую я в ней так никогда и не могла понять. Ты лишилась всей своей команды? Ну, хотя бы предатель остался там. Лишилась? О, нет, я их обменяла. Лорд Праймус хотел изучить манеры смертных, а в обмен весьма любезно раскрыл мне личность того, кто меня предал. Я протянула руку и стащила с ее пальца кольцо приказа. Лишившись волшебного предмета, Эруль немедленно перестала парить и начала падать уже по-настоящему. Процесс внешне схожий, но вместе с тем существенно отличный. К тому времени, когда подо мной показалась юная невеста, хлещущий мне в лицо ветер уже перестал доносить до меня ее крики. Я забралась на борт и взвесила на ладони кольцо. Его брат-близнец, выкованный Эруль много лун назад в знак нашей вечной дружбы, украшал мой палец моей собственной руки. Не переживай, о дорогой читатель, я по-прежнему считаю ее своей подругой и твердо намерена вернуться и поймать ее. Как-нибудь потом. Приколы. Сохраняемся. Садимся. Идем. Так. Я доверяю ему, поэтому даже... Знаешь, что выпей, наверное, вот это. Это отсюда не поп... Нет, далеко. Короче, я не хочу это все обезвреживать. Хотя стоило бы. Ладно, обезвредь. Сколько тут? Суммарный бонус плюс 8. Давай вдохновение. Не совсем то место, где его нужно использовать, но я это делаю. Они просто на меня нападут в любом случае. Это же Синтариум, я убила их предводительницу и вообще лезу, куда меня не просят. Давай ты как-то попади. Во, давай. Скрытность, успех, сядь. Он застал врасплох. Почему? Я застала вас врасплох, это нечестно. Ладно. Я их застала врасплох, ничего не знаю. Ладно, пока не буду тебя трогать. Промах. Ну, естественно. Как иначе? Ты? Ты не промах. А, окей, я в плаще
Темного соблазна. Забыла. We've buried tougher than you. Мы били бойцов и покруче тебя. Ну ладно, молодцы вы. Хороши. Да ну нет. Серьезно. Where do I go from here? Окей. Time to push my luck again. Невидимость. Оно просто исчезло? Оно не должно было взорваться, нет? Я, может, конечно, путаю. Да, действий нет. Я, которая буквально никогда не использует ловушки, которые у врагов есть, чтобы принести им вред. Сейчас решила это сделать. Оказывается, что сделать я этого не могу. Прикольно, мне понравилось. Not bad. Got it. «91». Да ну нет, давай ты ее упустишь куда-то, нет? Ну ладно. Куда и так сойдет. On the move. Nothing will stand in my way. Понятненько. Что у них за оружие? У него обычные кинжалы. Я думаю, почему все так плохо? Ну, тут ничего, тут ничего. А может, я просто привыкла, что я у себя во втором прохождении уже довольно сильная, и Need to learn the hard и way. теперь не понимаю, почему тут не так. Хотя... You bow or you break. Молодец. I won't give in. Не надо. One day I'll catch a break. Движение. Let's go.
Ну, типа. Это я беру. No traps, please. О, ура, мы можем пойти поспать в лагере. Я люблю спать в лагере. Обожаю, я бы сказала. Кстати, по-моему, если я пойду в лагерь с этого места, то лагерь будет... Да, лагерь будет в горах. Прикольно. Но мне нравится больше первый лагерь, стандартный, который на поляне, возле реки. On my way. Тут есть перчатки, Stay vigilant. There are traps но я не here. люблю их брать. Они не очень по действиям, но, наверное, они должны дорого стоить. Я надеюсь. Не помню, сколько они стоят точно. Так. Можно мне... А, у меня есть ключи от них. Это я беру. Это Карлах. Damon can use this to fix me. Мы ее не подлатывали? У Дамона. What path lies Видимо, before нет. me? Кнопка. А ну, открой. Better not be cursed. Так. Латунный медальон беру. Вот эти вот, они стоят 450. Ну да, нормально. Короче, в чем прикол? Очень редкий, но существо, призванное владельцем, обладает устойчивостью к любому урону, и лишь психический урон составляет исключение. В начале хода призванное существо должно пройти испытание мудрости, иначе оно обезумеет. Прикол в том, что когда я вызываю существо в этих перчатках, вокруг меня такая аура, кружочек, внутри которого это существо каждый ход, как и сказано, должно проходить это испытание. Если оно не проходит, то оно может начать рандомно, без моего ведома, бить либо тех, кто рядом, либо меня. Ну, типа, неважно, враг это я, это просто оно сходит с ума и решает действовать самостоятельно. Если оно проходит, то оно под моим контролем, но и плюс у него устойчивость. Не то чтобы это очень полезно, но, наверное, это даже больше минус, потому что лично у меня так случилось, что часто мои существа не проходили проверку и оказывались рядом со мной и просто били меня, поэтому я их продам. What's in here? At least things have stayed interesting. Путеводитель по побережью мечей, внешний город. Давай. Сухопутные путешественники, приближаясь к вратам Балдура, зачастую могут обонять город раньше, чем видеть его. Эта ситуация создается благодаря внешнему городу, территории, на которой расположено множество предприятий, необходимых вратам Балдура для жизни и процветания, но в то же время не слишком желательных внутри городских стен. Здесь можно найти дубильни, скотные дворы, скотобойни, соливарни и не слишком законопослушные рынки, а также трущобы и целые лагеря, где ютятся несчастные души, коих влечет каждый город. Автор глубоко уверен, что респектабельным путешественникам абсолютно нечего делать в таком месте. Неважно, насколько соблазнительны могут быть богатства после долгого пути и велика сила притяжения. Вместо этого им следует без промедления держать путь мимо, в то же время бдительно следя за своим имуществом как при самих себе, так и в багаже. К одному из главных входов в город, например, к знаменитым воротам Василиска. Лишь войдя внутрь, они могут полагать себя находящимися в самом городе. Ок, золото еще. Записки прорицателя. В каждой главе этой книги описывается уникальный случай из практики прославленной прорицательницы Джеральдины Хаверлоу. 23 глава изобилует загнутыми страницами. Глава 23. Страх аристократа и золотое знамение. Ниже привожу диалог, состоявшийся между мной и юным аристократом, коего я знала на протяжении всей жизни. Обычно он обращался ко мне за наставлением в вопросах любви и фортуны. Однако один из его визитов был посвящен особому случаю и запомнился мне как нечто выходящее из ряда обыденности. Он: «Мадам, умоляю вас, все, что я говорю, вам истинная правда». Я: «Будьте так добры, повторите сказанное еще раз, чтобы я могла записать». Мне повстречался золотокожий незнакомец, чьи уши были как у эльфа, а нос как у полуразложившегося трупа. Его кожу украшали узоры, подобные тем, что мы видим на шкуре фавна.
Понятно. И что он сказал, когда приблизился к вам в, как вы сказали, туманной лощине посреди ваших земель? Этот незнакомец, создание, он медленно подошел ко мне, держа клинок в правой руке. Я застыл на месте, будто бы пораженный какой-то неведомой магией. Он приставил свой меч к моему горлу, задал мне вопрос, коего я не понял. Все это до сих пор стоит у меня перед глазами. Этот меч, серебристый как месяц, как отражение в холодной воде у моего горла. Успокойтесь, милостивый государь. Вы в полной безопасности. Вы говорите, что не смогли разобрать слова незнакомца? Поначалу нет. Нет, вначале я не понял, на каком языке он говорит. Однако он, видимо, понял мое замешательство, попытался перейти на всеобщий. Он сказал: «Поведай мне, что это за мир». И в этот момент его контуры расплылись перед моими глазами, и я потерял сознание. А затем? Затем я очнулся. Мне неведомо, сколько пролетело времени, и его уже не было. И я бросился к вам. Понятно, дитя мое, но не страшись, ибо на вас не зашло весьма благоприятное знамение. В этом году ваши посевы дадут двойной урожай. В самом деле? Но кто это был? Это было отражение вашего внутреннего Дэймона, посланник вашей глубочайшей интуиции, и он пришел сообщить вам о вашей предстоящей удаче. И, скажу я вам, истинно так все и сбылось. Понятно. Так, что тут? Масляная лампа возьму. Продать. Рюкзак. Ничего нету. Трактат о болезнях нервических и мозговых. О, давай почитаем. Я люблю читать, я обожаю читать. Если вам не нравится, просто промотайте чтение. Ко мне обратилась женщина, кою я далее буду именовать Р, в крайнем расстройстве по причине необычно яростного поведения ее мужа, коего я далее буду именовать Б. 3 месяцами ранее он страдал от ночного потоотделения криков во сне. Он кричал, что носит знак хаоса. 2 месяцами ранее он взял привычку называть себя Саревок. Подожди. Я правильно понимаю? Я раньше как-то пропускала это мимо, но сейчас я понимаю то, что потом, возможно, вы поймете, если вспомните эту книгу. Ну, это будет потом. Месяц назад он перестал говорить о чем бы то ни было, кроме трона, которому он предназначен. Я навестил Б в их семейном доме на ферме. Он спокойно сидел за столом, прижимая к груди неизвестный том. Я не нашел на нем ни проклятия, ни гадкого духа, никакого присутствия магии. И тем не менее, когда я поднес к его лицу свечу, осветил его, он воздел ввысь свою книгу и возгласил: «Смерти, что несут, они должны пробудить отца, и через них он возвысится». Я выхватил книгу из его руки и бросил ее в очаг, где она и запылала. Не красным и не желтым пламенем, но совершенно черным. От нее остался единственный агарок, гласивший: «Он предвидел свою грядущую смерть и засеял своей сутью всю землю целиком». Бесс содрогнулся и вздохнул, как будто пробуждаясь от кошмара. Он не помнил ни книги, ни слов, которые говорил. Диагноз: захват центра управления нервной деятельности неизвестной посторонней сущностью, лечение, травянистая настойка чеснока и драцены 3 в день до исчезновения симптомов нервного истощения. Да, типа, помогло. Чеснок лечит все. Дайте мне вот это вот, я не знаю, что это такое. Нарядик? Кому надеть? А ну, надень ты, как выглядит. Надень, пожалуйста, Лайзель. О, ну такая прикольная штучка, слушай, мне нравится. А Карлах, а ну-ка ты надень. Не знаю, она... Давай, вот так. Так. Бьёльские штаны Карлах. Вот ты будешь в этом. Мне нравится одежда эта. Это в лагерь. Прикольно выглядит. Ну нет. Вот так лучше. Все, можем идти отсюда. Вообще, для тех, кто, если вдруг не знаете, в этом убежище Зентариум есть тайный проход на... Да, вот здесь. Тайный проход вниз. Это переход как бы из 1-го акта во 2-й. Вот. Можно, пожалуйста, ко мне вернуться вот здесь? Но мы туда идти не будем сейчас, нам до сюда далеко. Пошли в лагерь. Мы, в принципе, можем поспать, почему нет?
Чем больше мы спим, тем лучше, потому что я хочу катсценки. Я обожаю катсценки. Который час? Ого, уже час игры прошел, нифига. С БГ всегда время так летит быстро. Шо тут? Кто-то хочет поговорить, побеседовать со мной? Хочет что-то мне сказать? A lot on my mind. And well, Ты? in it. Something the matter? Я все еще думаю, что ты что-то от меня скрываешь. This again. Что опять? You're persistent. I'll give you Упорство that. тебе не занимать, это точно. О боже, варвар, что ты от меня скрываешь? Говори. Я не буду этого делать. Я не знаю, ну... Мы должны доверять друг другу, что ты скрываешь. Ну давай. Ну давай. Не захочет говорить, не надо, ладно. Получилось. Ну, ничего себе. You're not going to let this go, are you? Ты от меня просто так не отстанешь, You да? might wish you had. Напрасно. I worship Я поклоняюсь Shar. Шар, владычица ночи. Моя священная миссия — давать отпор Селуна и ее учению последователям. Her teachings and her followers. It hurts. Now that you have the truth, Теперь please ты знаешь don't make a правду, big но не fuss стоит about it. раздувать из этого историю. Так, мне решать, стоит раздувать из этого историю или нет. Трудно доверять кому-то, кто так ревностно хранит свои секреты. Ты могла бы мне рассказать, как долго ты надеялась это от меня скрывать? Я не давала согласия быть в одной команде с кем-то, кто поклоняется Шар. Мне все равно, кому ты поклоняешься, у нас есть проблемы поважнее. Ну, в принципе, да, 4. True. Согласна. I didn't think you'd react Не so думала, что ты воспримешь это pragmatically. так спокойно, а возможно, мне Perhaps стоило I should have открыться told тебе you раньше. sooner. Shadowheart одобряет. Да ну просто моей героине, в принципе, наверное, на вот мировоззрение союзников, ну не то чтобы пофиг, но то, кому они поклоняются, каким богиням-богам, наверное, ей примерно насрать. В дальнейшем, я надеюсь, ты будешь откровеннее. Пока оставим этот разговор. Gladly. О, смотри, улыбается сразу такая. От чего тебе было больно? The wound on my hand. Рана на моей руке. It never quite Она никогда не heals. заживает до конца и иногда причиняет ужасную боль. Causes terrible pain to Но это root мое through. бремя от владычицы Шар. It's my burden, though, from Lady Shah. Я каким-то образом I чувствую ее can влияние. feel her influence somehow. Что заставляет рану мучить тебя? It's difficult to say. И иногда я Sometimes I думаю, wonder что if она it's должна supposed to be направлять guiding меня, me, наказывать, испытывать, но, punishing может me. быть, это вовсе не так. testing me. Может быть, это происходит Perhaps совершенно it's none of случайно. those. Perhaps it's completely random. Да ну нет, не может случайно. I'd like to hope Мне there's хочется more to it надеяться, than что that. в этом есть нечто большее, Some какой-то смысл, который meaning владычица that Lady Шар Shah откроет will мне, когда reveal to придет me when время. the time is right. Until then, all I can do is endure. Почему Шар так тебя мучает? I cannot say. Я не знаю. И то, что я помню, никак не помогает узнать. But even Но, then, как бы то ни it would было, not be не for мне me to сомневаться в question ее her воле. will. Lady Shah has her reasons. Выходит, ты знала больше, чем рассказывала. Надеюсь, в будущем ты будешь честнее. I'll try my best. But secrecy Я is постараюсь, но ingrained in me. скрытность глубоко укоренилась во мне. Владычица Шар считает, что эта защита надежнее, чем любой щит или доспехи. Ну... Может быть, я могу как-то помочь? I don't think so. But Вряд you're ли, но мне sweet to приятно, что ask. ты спрашиваешь. Maybe Просто, just be patient может, the наберись next time you терпения, see и когда в me следующий wince раз or увидишь, cry как я out. морщусь или вскрикиваю от It'll боли, pass это быстро quickly enough. пройдет. It always does. Всегда проходит. Pain is Для sacred последователей to followers of владычицы Lady Шар Shah. боль священна. Боль уступает Pain место will give потери, way а to потом loss покоя в and вечной the peace темноте. of her eternal Если в страданиях darkness. есть смысл, вытерпеть можно очень You многое. can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Она, кстати, одобрила. Ну, давай поговорим, раз уж мы говорим. Я хочу поговорить о твоем служении Шар. Ну, блин, это немножко... Ну, давай. I'm sure you do. Не сомневаюсь. But Но, please пожалуйста, try to помни, это understand не that то, о it's чем not я вольна something I говорить can just открыто. talk about freely.
Ого, ого, первый ответ такой жесткий. Прям, если у тебя есть от меня секреты, мне придется подумать о том, чтобы расстаться с тобой. Убеждение. Ладно, давай в другой раз об этом поговорим. Допустим, мы и так уже для первого разговора с Shadowheart такого много узнали. Thy wheel of fate turns ever to the Иссохший dark. топ. Dost thou require a new ally? Опа, я не хотела убивать Альфиру, пожалуйста, верни ее. Смерть Бартки ляжет тяжким грузом на совести твоей. Она же останется в покое вечности, где не найти ее соблазну твоему. Спасибо. Большое. Что, вернул? Нет? Шкряпчик. Hope you're keeping well, friend. О, ты хороший мальчик. Мне очень жаль насчет твоего хозяина. Это не в нашем стиле, но... Master. Хозяина и друга. I stayed with him Я until оставался с ним, I knew пока he не was понял, gone. что он ушел. I'll never forget him. И никогда не забуду его, но я But I'm рад, что glad to have повстречал met тебя. you. О. Давай, иди сюда, ладить. Ты смотри, какой он милашка. Ву. Always makes my day better. What's on your mind? Ладно, давайте спать. I think. А где Лайзель? А где Лайзель? А, господи, вот ты сидишь, ты чё? А почему ты тут сидишь? Ладно. Я не знаю, может, ей прикольно там сидеть. Говори. Не говорю. Спокойной ночи. Ночь проходит ужасно в метаниях между сном и кошмаром. Ты просыпаешься, ощутив что-то не так. Или, возможно, тебе просто повезло проснуться вовремя. Боже, это лицо. Shit. Нет, нет, это совсем не то, что ты думаешь, клянусь. Я не хотел тебе вреда. Мне просто нужно было... Кровь. Теперь, в мутном свете костра, ты видишь его таким, какой он есть. Вампир. Раб вечного голода. Это такая смешная сцена, я не знаю. Потому что ты такая просыпаешься, и первое, что ты видишь, я просто представляла это вот раскрытое лицо, раскрытый рот Астариона, который стоит над тобой. Это так смешно было бы в реальной жизни, правда. Ну, не берем в учет вообще ситуацию, что это какой-то... Короче, вы поняли. А если не поняли, то значит не поняли. Да. Атака ближнего боя, подобрать колу, броситься на чудовище, о боже. Когда ты кого-то убил последний раз, пару дней тому назад или часов? Как же это мы раньше не поняли? Мы ведь даже нашли кабана, которым ты закусил. Это вовсе не то, что ты думаешь, я не какое-то чудовище. Я питаюсь животными, кабаны, олени, кобальты, все, что могу добыть. Просто сейчас я слишком ослабел. Реакции не хватает. Стоит мне выпить немного крови, мой разум прояснится. Я буду лучше драться. Что это такое? Ты ощущаешь странное напряжение в мозгу, и разум собеседника внезапно поддается, приоткрывая свои тайны. Офигеть. Проникнуть в его мысли, чтобы узнать правду. Мне все равно, сколько тебе нужно, моя кровь тебе не достанется. Почему ты мне не сказал? Давай пока говорить словами. Почему ты не сказал? В лучшем случае я был уверен, ты скажешь нет. Гораздо вероятнее, я получил бы кол между ребер. Нет. Мне нужно было твое доверие.
Вот это стелет, и ты можешь доверять мне. Ты меня укусить пытался, как я буду тебе доверять? Because we don't have a choice. Но у нас нет выбора, мы же хотим спастись от этих червей. Ты нужна мне живой. Я тебе нужен сильным. Please, only be a taste. I swear. I'll be well, you'll be fine, and everything can go back to normal. Как же он стелит, просто. Прошу тебя, один глоток, клянусь, я буду здоров, с тобой ничего не случится, и все снова станет как раньше. Ладно, ну не слишком увлекайся, а то кол в сердце воткну. Мне кажется, это в ее стиле. Of course. I shall be gentle as a babe. О май гад, я буду нежным как младенец, устроимся поудобнее. Shall we? Он одобрил. Да давай. Офигеть, ну ты с таким лицом, конечно. Твою шею будто пронизывает осколок льда, резкая острая боль, переходящая в пульсирующее онемение. Твое дыхание срывается, пульс учащается. Я это беру на превью. Это мы берем. Так. Убеждение. Хватит сила оттолкнуть его. Мне сила не нужна. Но убеждение еще куда не шло. Атака ближнего боя. Схватить колу, воткнуть ему в сердце. Пусть продолжает. Это... Я выберу пусть продолжает. По причине того, что... я считаю, что она... Так как она Даркурдж, она немножко присобаченная, да, чуть-чуть, так сказать. Немножко, каплю, не совсем. В хорошем смысле, наверное. Но и потому что это просто прикольно. Потому что я хочу. Ты наклоняешься к нему, теряя равновесие. Ты чувствуешь, как твоя кровь пульсирует, струясь по вашим телам. Тебя охватывает тихое оцепенение. Живи. Так, ну все. О боже, схватить колу, воткнуть ему в сердце. Вот тут хватит. Достаточно. Прилип хаоса. Сейчас будет смешно. Ой, ну хорошо. Я думала, что будет неудача. Это было бы весело. Of course. I was just swept up in the moment. Я немного увлекся. But it worked. I feel good. Strong. Happy. Ты меня чуть не убил. С нетерпением жду, когда наконец увижу тебя в бою. Раз ты хэппи и стронг. Shouldn't take long. So many people need Им уже недолго осталось. Но многих нужно убить. Теперь прошу меня простить, ты бодришь, но мне необходимо насытиться. Зачем тогда ты меня вот это вот? О, это дар. Ты смотришь, как он уходит в сторону леса. Сильный, уверенный, готовый к охоте. Он так мило в конце это сказал, то что, ты знаешь, это подарок, я не забуду этого. Ну, типа, не знаю. Мне прям нравится этот момент, когда он это говорит. Да, Сталин, ты хочешь мне что-то сказать? Давай. Давай скажи. Я слушаю. Подожди. Что это у тебя такое? Меньше 50, ага. А это у тебя что? Знаешь что, вот так. Это вот сюда. Вот это Карлуша, а ему я надену кое-что другое. Надо только сходить за этим кое-чем другим. Да. Good morning. How do you feel? Как самочувствие? Как мило, что ты спросил. Да, вроде ничего, только голова немного кружится. It'll pass.
Just be glad Это I'm not a пройдет. true Лучше порадуйся, что я не истинный вампир. От его укуса ты бы проснулась вампирским отродьем, как твой покорный слуга. Голод тот же, а вот силы совсем не те. Так. Ты поэтому не можешь выносить солнечный свет? Можешь выносить, потому что ты не истинный вампир? Или нет, у тебя есть еще какие-нибудь странности, о которых мне следует знать? Не имею представления. 200 лет я не видел солнца, тогда оно испепелило бы меня вмиг. А тут, после крушения, я вдруг очнулся на ярком свету. И ничего. Выходит, кто-то или что-то не дает мне погибнуть. Правила поменялись. Солнечный свет, текучая вода, чужие дома, теперь все это для меня в порядке вещей. Что же до моих других особенностей? Думаю, со временем все прояснится. Почему? Да вы издеваетесь. Если я могу чем-то помочь, скажи, мы теперь скованы одной цепью. Но в целом она, как я уже говорила несколько раз подряд, к своим союзникам привязывается, да? Она не совсем бесчувственная, такая прям жесткая. Нет. Нет, она умненькая, она... Ну, такая. Продуманная, прохаванная чуть-чуть. Нет, я правда рад, что ты с пониманием отнеслась ко всему этому. А то уж я боялся, что на меня вот накинутся с горящими факелами и вилами. Хотя еще не вечер. Вампирами меня не напугаешь. Лишь бы клыки не распускали. Да и вообще нельзя осуждать кого-то за то, кто он есть. Если, конечно, этот кто-то не дьявол. Пусть лучше сразу усвоит, что гитьянки для него несъедобны. Так. Я ему доверяю. Он не причинит нам вреда. Никакого вреда. Напротив, я совершенно честен и откровенен и горю желанием на славу потрудиться в команде. Опять стелишь. И не с таким приходилось уживаться. Веди себя прилично, и место у моего костра тебе всегда найдется. Ну вот и все. Все уложено, мир и дружба. Мне нравится отношение Карлах и Астариана, потому что какой бы он язвительный такой не был в основном, да, такой или дразнящий и тому подобное, мне кажется, с Карлах он довольно милый. И, ну, у Карлах просто пусечка, с ней все милые, это же Лазель. Насчет одобрения. Уилл не одобрил то, что я защитила Астариана. Ты чел на приколе? Ты буквально в первую ночь решил не говорить о том, что ты связан с исчадием ада, с Мизорой, то бишь. И, ну, ладно. А вот Картлуша молодец. Картлуша сказала, что нельзя судить других. Астариан просто одобрил. Кто-то что-то хочет сказать еще? Если нет, то мы пойдем. Go ahead. I'm listening. Ага. Как ты относишься к тому, что у нас в лагере живет вампир? We all have our burdens. У каждого из нас так или иначе есть своя ноша. Молодец, тоже нормально. Speak. Ну, ты уже все сказала, типа, да? Hey, soldier. Shadow? May the darkness protect you. Ага. Так, потом поговорим с тобой. Ты еще раз. О, и как же становятся вампирами? Очень просто. Нужно найти вампира, который выпьет твоей крови и превратит тебя в вампирское отродье, свою послушную марионетку.
their obedient puppet. In theory, Теоретически, the next следующим step is to номером drink тебе them. нужно выпить его кровь. После этого ты Once you've становишься done that, свободным, самостоятельным, you're free. настоящим вампиром. True vampire. Теоретически. People think the biggest Вы threat все to a думаете, что главный vampire враг is a вампира cleric жрец с with a колом stick. наперевес. Это не так. It's not. The biggest threat to a Главный vampire враг вампира — другой is вампир. another vampire. Это They're подлая, жадная до власти scheme, тварь с манией power-hungry преследования. beasts. So why would any Из чего бы vampire вампиру give up отказываться от control контроля over над a своим отродьем и spawn вместо этого плодить to конкурентов? create a competitor? Trust me, Поверь мне, такого не бывает. it doesn't happen. Послушай, насчет того, как ты меня укусил. I've already apologized. What more do you want? Я уже изменился, что еще? Unless you're looking for another nibble. Ну что это? Разве ты хочешь спровоцировать еще одну пробу? Мне нужно знать, чем тебя кормить в будущем. No innocence. Никаких невинных жертв, я тебе обещаю. Буду питаться злодеями, которых нам все равно придется убить. After all, you В know конце what концов, I am теперь ты знаешь, now. что я такое. Я I могу can пускать в fight ход with все all свое оружие, включая weapons. зубы. Teeth included. And if И I если я happen to случайно drain высосу the какого-нибудь occasional бандита в bandage полусражении, during a что fight, такого? what's the Все равно ведь harm? помрет. They're just as dead. Ну ладно, но если тебе глаз не спущу, не подходит, идея неплоха, как приятно, что мы пришли к соглашению. Ничего так? Нет, тебе нельзя питаться разумными существами, только животными. Это вообще не в ее стиле. Она сама этих существ как бы направо и налево мучит. Слушай, в целом я не против того, чтобы тебя угостить, только сначала об этом надо договариваться. А давай. Of course, that sounds eminently reasonable. О май I гад, shall что wait за тон? patiently until you suggest Я we буду терпеливо dine ждать, together. пока ты не пригласишь But меня until ужинать. then, no more late-night surprises. You А до have тех my пор word on никаких that. ночных сюрпризов. Даю слово. Молодец. Раз даешь слово. Расскажи мне свою историю. Что это такое, Столян? Что за взгляд? Ты чё такой грустный? Посмотри, почему он такой грустный сейчас. Я потом с тобой поговорю об этом, про твою историю. Пошли в этот сходим. Я кое-что хочу забрать здесь в роще. И сколько у нас времени? 1:20. Ну ладно. Еще успеем что-то сделать. Зевр. А мы были у Каги, да? То, что я не помню. Кстати, давай я продам все, что мне не нужно. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Так, вот это все продаю. 600. Слышишь, ты мне давай, может, что-то тоже дай тогда? Нет, я вот это забираю. 600. У него нет больше. Давай так. Ого, а что это я сейчас убрала? $503. Я постоянно забываю, были ли мы у Мол. А, вроде как, да. Матис обижен вроде, да? Да-да-да, ты... Not now. We're working.
Remember? Come on! Just once. Yeah, just once. Кстати, наверное, выпью. Не, у меня оно одно осталось, не буду пить. Вот, камень. Лазеля. Или кто-нибудь. Карлах, убери, пожалуйста, камень. Спасибо. Still breathing. Амулет Disappointed Сильвануса, everything. который я дам Астариану. Теперь ты можешь меня вылечить. И убрать кровопотерю. Спасибо. What to do? Wonder if the gods are watching me. Так. Это прекрасно, это отлично. Что здесь? Пошли сходим к этому, к Дамону. Арабелла. I'm never gonna hear the end of this. If I'd got that Если бы я stupid стащила idol, этого дурацкого I'd be a идола, меня бы hero. на руках носили. Героиней бы считали. Только вот тебя поймали, а могли и убить. Least I tried. Я хоть попыталась, No one else остальные was вообще doing ничего не anything. делали. They were talking Сидели when the языками, druid was чесали, getting пока ready друиды to думали, throw как us нас out. вышвырнуть наружу. Why can't we just stay Почему мы until не it's можем тут safe? отсидеться, пока не пройдет опасность? Because of you, I got my Благодаря little тебе girl моя back. дочурка к нам вернулась. That's not Я этого не something I'll забуду. forget. Камира и Лок. Да не за что. А у меня есть какой-нибудь низшее восстановление. Блин, это какой короткий привал. Надо вспомнить, когда я сделаю короткий привал, чтобы прийти сюда и тут кое-что тоже сделать с этим низшим восстановлением. Если не Looking for ошибаюсь. steel? I have, well, something close. Мне тут попался кусок адского железа. Сделаешь улучшение? Hold on to it for now. Придержи его пока у себя. Я еще не придумал, как сделать новую конструкцию. Придется поломать голову, чтобы найти что-то подходящее. Если это вообще можно сделать. But it's my top priority. Believe me, Но это у меня на первом месте, поверь. Я на что угодно готов, лишь бы отвлечься от Everything. всего этого. У него глаза красивые очень. Мне нравится. Покажи, чем торгуешь. Ну, такое, не то чтобы у тебя что-то полезное. Я где? Вымершая деревня. Что ты сказал, Лайзель? Если бросишь на меня хоть один голодный взгляд, я вобью тебе кол в сердце. Пикров, если тебе нужно Астариан. I do so very like spicy food. О боже, что это за тон? Он сказал, о, я люблю, когда еда сопротивляется. Астариан! Астариан! Не, ну ты вообще... Ну ладно, он как бы пошутил, но он не будет никого трогать. Но это тебе не шутки. Let's move. Лайзель, это тебе. Говорю, Лайзель, это тебе. Ужасно выглядит. Я очень не люблю всякие штуки на голове, когда у моих ГГ. How does Father come Ну, по крайней мере, я стараюсь, если есть возможность, их убрать или поставить что-то красивое. Ну, типа тут хорошо, тут есть возможность скрыть шлем. Хотя если это какой-то обруч, знаешь, типа какой-то, как это называется? У кого-то есть вот это вот. Вот эта штука. Ну, короче, на голову такая вот веточка всякая. То это еще ничего выглядит. Не люблю, когда сильный шлем, который закрывает лицо.
Ну, как бы это, конечно, логично абсолютно, имеет смысл, но... Я просто люблю смотреть на своих. Don't touch me. Знаешь что? Make it hurt. Стой, 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 стой. Молодец. Is that blood? Ок. Never mind. Я это возьму These продать. monks have seen everything. Выцветившие чертежи и инструкции. I'll take that. Эй. Let's get going. Когда ты подходишь ближе, из дома доносится гортанный рев, а затем несколько ударов чем-то тяжелым о дверь. Потом протяжный стон. Кто-то там хорошо проводит время. Тут кто-нибудь есть? Ой-ой. Wait. Стой. Don't interrupt. Не мешай. Let me do it. Да лучше я помешаю. Disgusting. Уши вянут. Пожалуйста, пожалуйста. Лицо Астариана, в то время как лица других это нечто. What the hell are you doing? О май гад! Я... О, нет, посмотрите на их лица, посмотрите. Лайзель, моя ГГ и Карлах просто в ужасе, Астариан. Это что это такое? Что это? Это очень смешно. Я хочу вот это сделать, потому что, если я не ошибаюсь, тут будет смешная, малюсенькая смешная катсцена. Я не уверена. Просто хочу попробовать. О боже, вы так шумели, аж захотелось присоединиться. Нет, этого я делать не буду. Рыбчонок, да я в любви тигр. Я... Passion squished like slow goats underfoot. We leave. Это настолько... Это катсцена, вот то, что моя ГГ сейчас сделала, как она это показала, это максимально смешно. Это правда очень смешно. Но это настолько не соответствует ее образу, ее характеру, что мне аж поплохело. Это... All's well that ends. Not as bad as it could have. Не знаю, это одна из самых смешных катсцен. Астариан одобрил, Карлах не одобрила. Ого, смотри, а он-то набрал стремительно за одну ночь. Это жесть. Это просто жесть. Ну, с ними драться не пришлось, зато. Я не хочу перезагружаться, хотя это было не в ее стиле, но давайте опустим этот момент, сделаем вид, что его никогда не было. Мы увидели смешную катсцену, мне не пришлось с ними драться, так что вот мы просто убираем это из ее биографии тихонечко. Мир глазами Бумпо. Книга сама раскрывается на странице с загнутым уголком, где Бумпо описывает представителей необычных рас, которых он повстречал в своих странствиях. Но куда более невероятно выглядит
выглядят птицы-люди аракокры. Когда я впервые увидел одну из них, то аж остолбенел. У нее была голова и крылья попугая, но тело при этом вполне человеческое. Мне стоило больших трудов не пялиться на нее во все глаза. Но удивительнее всего то, что за одним столом с ней сидело еще несколько совершенно невероятных существ. Табакси, раса разумных кошек, Генасий, создание стихий, и Тортл, гуманоидные черепахи. Типа черепашки-ниндзя. Со всей светской любезностью я поприветствовал их и поинтересовался, кто они такие, но никто из них и ухом не повел. Впрочем, ничего удивительного. Наверняка я не представлял для них никакого интереса, ибо это я повстречал их впервые в жизни. Они же видели мне подобных миллион раз. Breathe deep and move. Да. Конечно, да. What's hiding here? I'd love to, thanks. No time to rest. Moving in. Is that blood? No, never mind. Кинжал. Пиршество в духе окров. Ты замечаешь, что из куска жесткого мяса торчит весьма любопытный кинжал. +1, -1. +1 интеллект. Осмотреть мясо, может, кинжал удастся вынуть. Да не гони! Использовала одно вдохновение. Ты замечаешь, что кинжал вот под углом к волокнам мяса. Если повернуть лезвие параллельно волокнам, кинжал удастся вынуть. Ну ты вынь его туда. Развернуть кинжал, чтобы он встал вдоль волокон мяса и потянуть. Благодаря твоей идее кинжал легко выскальзывает из мяса. Кинжал. Ну вот сколько? 3-6? Астариан, это тебе. Тут 5-8, тут 6-9. Вот так вот, да, это тебе. No one back home will ever believe this. With haste. Never a dull moment. Да, я готова была к тебе. Так, что я вижу? Дорогу к искуплению или к окончательной погибели? Кто знает, ведь путь твой едва начался. Что лучше подойдет к такому случаю? Может, слова колыбельные? Тут-то радости было мышки, как лисица кота провела. Но когтистая лава ударила, и тут песня к концу подошла. Отменные в Кармире сочинители, согласись. Приятно познакомиться. Рафаил, к твоим услугам с превеликой радостью. Не каждый день встречаешь такого бесподобного грешника, просто до дрожи приятно. Грешницу. Интересный персонажик. Только не говори, что ты из моей прежней обслуги. Одного злобного дворецкого мне более чем достаточно. Ты ущемляешь мою честь, считая меня ровней в своих пороках. Не поискать ли более укромный уголок? Нам есть о чем поговорить. Ко взаимному удовлетворению. Come.
middle of somewhere. I don't like this at Мне all. тут совсем не нравится. И где мы находимся? О, музыка! Вы слышите эту музыку? Тема Рафаила просто кайф. The house of hope, where the Дом tired надежды. come to Здесь rest, усталые могут and отдохнуть, the голодные famished насытиться come to от души. feed lavishly. Go on, Угостись, ни в чем не отказывай, enjoy ведь это your трапеза. supper. After all, it might Может стать для just тебя be your последней. last. Наполнить тарелку, не обращая на него внимания. Мне нравится этот вариант. Но, наверное, ей больше подойдет второй или третий вариант. Типа, весь этот пафос ведет к чему-то конкретному. Давай третий. Хотя, если четвертый, я у него хавчика прихвачу. Ладно, давай третий. Are you not entertained? Мне не удалось тебя развлечь. Что ж, разочаровывать тебя тем более не желаю. Disappoint. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Fuck. A Cambion. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Так улыбается смешно. Друг ли я тебе, возможно, противник, допустим, но спаситель. Да, однозначно. С чего ты взял, что меня надо спасать? Come now. Да ладно, не строй себе недотрогу с личинкой-то в голове. When you're in deep over your tadpoled head. One scar, Один череп, два two tenants, постояльца, никаких and решений не no предвидится. solution in sight. I could fix it Я all запросто со всем разберусь. like that. Давай не импульсивно, а просто мне нужно подумать. Take all the time you need. Ты, конечно, не торопись, но лучше реши что-нибудь до того, как начнешь махать щупальцами. Займись самолечением, носись туда-сюда, умоляю, кради что-нибудь, наделай долгов, исчерпай все возможности, останься с пустыми руками. И вот, когда надежда съежится и покроется ледяной коростой отчаяния, тогда ты постучишь в мою дверь. Ничего себе, ты какой, смотри. Such a tease. That's what separates us from Именно the надежда devil, отличает soldier. нас от дьяволов, солдат. They think our greatest Нашу величайшую strength is a силу они weakness. считают слабостью. Лайзель, кстати, одобрила мой выбор прошлый. Я посмеюсь последней. Всегда хотел послушать, как смеются мозгоеды. Все эти милые симптомчики, лопающиеся кожа, плавящиеся внутренности, пока ничего такого. Да тебе просто необычайно везет. Я буду рядом, когда везение закончится. Угу. Ты все сказал? Это хорошо. Что, теперь за нами еще какой-то дьявол увязался? Чем дальше, тем веселее. Он сказал, побегай. Похоже, он уверен, что мы не отыщем лекарства. И, возможно, он прав. Нам так и не удалось ничего найти. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Если мы не знаем, куда идем, запросто может статься, что наоборот, проблема разберется с нами. У этого дьявола есть какой-то план. Он напоминает мне моего прежнего хозяина Казадора. Как тот дразнил своих рабов надеждой, прекрасно понимая, что исход игры предрешен. Ты же колдунья. Ты знаешь, чем чреваты неосмотрительные заключенные сделки. Господи, боже мой. Ты же колдунья. Нифига ты слышишь? Ты ж колдунья.
Да, знаю, какую бы западню не расставлял для нас Рафаил, нам нельзя в нее попасться. Мы и так уже между молотом и наковальней. С одной стороны нас обложил дьявол, с другой — Элитиды. Давай выберу вариант как колдунки и колдуньи. Рафаил всего лишь комбион, мы его переиграем. Oh, can we? Because you've got it all Да неужели? Ну figured конечно, out, ведь ты I'm отлично sure. понимаешь, что происходит, не так ли? Тебе известно, кто поколдовал над паразитом и зачем, и что этот кто-то собирается с нами сделать. Да слушай, ну что ты такое это? Он не одобрил, мне не нравится, когда меня не одобряют. Ну ладно, там есть еще один вариант, который в принципе ничего. Ой, все. Что сразу не одобрять? Ничего такого не сказала. You're a warlock. You understand how dangerous the wrong deal can be. Давай первое. Какую бы западню ни расставлял для нас Рафаил, нам нельзя в нее попасть. Indeed, we can't. Ну вот именно. Нужно понять, что происходит, почему мы не трансформируемся, что с нами будет, и почему нами вдруг заинтересовался дьявол. Он одобрил это. Ответим на эти вопросы, возможно, у нас появится шанс. Не ответим, значит, Рафаил загнал нас в угол. Видим мы это или нет. We'll be exactly where this Raphael wants us. Поверить не могу, что дьявол вот так запросто закинул нас в ад. Увижу его еще раз, шею сверну. Так это был ад? Откуда ты знаешь? Во-первых, у меня движок перестал дымиться. Но и без этого просто чуйка. Этот Рафаил, его звали, да? Он пытался втянуть нас в игру, где мы заведомо не сможем выиграть. Я играть не хочу. Хорошо, что ты тоже. Угу. А почему у тебя шапка видна? Скрывать шлем, говорю. Этот дьявол Рафаил так машет своими облезлыми крылышками, явно пытается нас впечатлить. Ты же видела, как красные драконы убивали его сородичей над адским пожарищем. Дьявол букашка против дракона. А когда я стану Китриком, я вручу его голову королеве Влакит как трофей. К сожалению, драконов пока предложить не могу. У меня будет свой. Это лишь вопрос времени. Я стану всадницей на красном драконе. У меня будет серебряный клинок. Я разгромлю все круги ада, если королева прикажет. Зачем эти рыцари гнали за кораблем мозгоедов? Гхайхи — смертельные враги моего племени, и это нормально, что китраки на них охотятся. То, что они отправились в преисподнюю, вот это необычно. Никто я такая, чтобы сомневаться в мудрости королевы. Мой взгляд упирается в горизонт. Взор Влакит пронзает меры. Чё себе ты? Давай сходим, спросим что-то у остальных. Я думаю, они тоже хотят что-то сказать по этому поводу. Адское пламя. В прямом смысле. Стоило подумать, что мы уже близки к решению нашей проблемы, как появляется дьявол. Неважно. Мы справились со всеми прочими странностями, что вставали у нас на пути. Справимся и с этой. Итак, этот Рафаил. Он знает нашу тайну, утверждает, что может помочь. Что ты об этом думаешь? Мудрость. А давай. Сколько у тебя? У меня... Ладно, окей, давай. 10. Она это точно не одобрит. Я хочу еще раз. Ух. Но у меня есть вдохновение, я его использую. Я даже не перезагружаюсь. Это считается как, норма. Это же не F8. Предвкушение. Она испытывает тебя насчет Рафаила. Похоже, ты хочешь сказать что-то важное про Рафаила. Вообще-то да. Ты права. Чутье тебя не подводит. Дьявол наверняка стремился посеять сомнения среди нас. Он умен. В моем ордене используют те же приемы, когда имеют дело с врагами Шар. Чтобы кого-то сломать, не нужен бич или дыба, страха и сомнений недостаточно. Когда приходит настоящая боль, жертва уже сделала за палача половину работы.
There were no right С answers with дьяволом that devil. верных ответов не бывает. Он играл со своей едой. С нами. Тогда я рада, что приняла верное решение. Perhaps you didn't. Кто тебе сказал, что, наверное? Видишь, сеять сомнения — это старый прием. Остерегайся его. И Рафаэла тоже. Хорошо. Шкатулочка такая прикольная. Мелодию издает классную. Я хочу себе такую шкатулочку с этой мелодией. Я уже знаю, что скажет Уилл. Тут можно даже не сомневаться. Сладкоречивый дьявол. Старая сказка, отец мне ее рассказывал. Там есть герой, злодей и мораль, все как положено. Говорится в ней о крестьянине, что заключил сделку с дьяволом. В обмен на самый драгоценный плод дьявол обещал крестьянину бездонный кошель. Само собой, драгоценным плодом оказалось не яблоко и не груша, а любимая дочка. Сказки нас многому учат, согласись. Да, с подходящим учителем. Что ты думаешь о дьяволе, Уилл? Откажи ему. Каким бы манящим ни было предложение, каким бы явствами он тебя не соблазнял, цена будет слишком высока. Да. Нет, ну в принципе я согласна, да. С дьяволами тоже такое себе. Не волнуйся, сделка с дьяволом меня не интересует. Потому что ты еще на что-то рассчитываешь, но когда он станет последней надеждой, вспомни наш разговор. Он потребует в уплату то, с чем тебе дороже всего расстаться. А потом еще что-то в придачу. Сейчас тебе может казаться, что за исцеление ты отдашь что угодно. Но дьявол возьмет не что угодно, он возьмет все. Он одобрил, кстати. Согласись, это лестно. Приглашение отужинать с дьяволом. У тебя странное представление об ухаживаниях. Почему она сейчас прошла проверку на магию? Что это было? Поверь, для дьявола это эквивалент серенады букетом роз. Не стоит доверять его болтовне. Он говорит, мы в отчаянном положении. Это означает лишь то, что в отчаянии он сам. Думаю, ему от нас что-то нужно. Очень нужно. И это знание мы можем обернуть в свою пользу. Что может быть настолько нужно дьяволу? Наши души. Хотя, подозреваю, это только начало торговли. Позволь, я сыграю роль адвоката дьявола. Слишком уж отчаянно он навязывает свою помощь, так что не спеши отказываться. Если есть что-то общее у всех обитателей преисподней, так это амбиции. Впрочем, многим смертным это качество также свойственно. Как думаешь, чего же хочет Рафаэл? Нет. Как ты предлагаешь переиграть дьявола на его собственном поле? Выяснив, чего он хочет на самом деле. Во-первых, наши личинки очень необычные и очень сильные. Он одобрил. Во-вторых, появляется дьявол, предлагает нас от них избавить. Дьяволы никогда не помогают смертным по доброте душевной. Рафаэл чего-то хочет, и мы должны ему в этом помочь. Со своими личинками. В общем, пока я предлагаю выждать. Если я прав, Рафаэл придет к нам снова, и вот тогда мы сможем заключить удачную сделку. Помнишь его кармирский стишок? Но когтистая лапа ударила. Может, начнем с того, что отрастим когти? Ага, понятно. Я бы, наверное, согласилась больше всего с Гейлом. Типа, зачем ему идти с нами на сделку? Это же не просто так, он чего-то хочет. Почему нет варианта сразу спросить, давай, типа, скажи мне, что ты хочешь? Или там был такой вариант, не помню. Вроде нет. Ну, в любом случае, я хочу сказать, что они как бы все по-своему правы, и то, что они остерегаются его, и то, что с дьяволами, скорее всего, сделка хорошо не закончится, но также
как Гейл сказал, мы можем посмотреть, что он вообще хочет, потому что просто так это вряд ли происходит. У него есть какой-то свой умысел, и что-то ему от нас надо. Возможно, что даже это больше нужно ему. Ну, не считая того, что мы можем в любой момент превратиться в элититов, ну, не важно. Давайте на этом закончим, наверное. Я думаю, пишите, как вам серия, что вам понравилось или не понравилось. Спасибо вам, ребята, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.